Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Чего вы не ожидаете? Что от вас пока скрыто, но произойдет в апреле 2026? Что уйдет, а что придет взамен? События, которые спешат в вашу жизнь, которые скоро, а возможно и неожиданно, буквально, может быть, и ворвутся. Для вас апрель месяц – это знаковый месяц, потому что последний заключительный аккорд, буквально дни, недели до 26 числа. И планета Уран оставит вас. Планета Уран, которая много чего перестроила в вашей жизни, изменила вас самих, вашу концепцию, может быть, даже жизненную. Иногда это было очень болезненно, но теперь он переходит, Уран, революционная планета и инновационная, в знак Близнецы, но у вас окажется во втором доме гороскопа. Финансы в основном, работа, самодостаточность – вот основные темы, которые вас будут интересовать последующие 7 лет. Но давайте далеко мы пока не пойдем. Давайте мы с вами узнаем, что же там скоро произойдет, что там скоро случится, какие события буквально стремятся в вашу жизнь. Возможно, и что-то будет неожиданно. У нас выпадает змея, поэтому, скорее всего, переоценка окружения. Должна сказать, что даже планетарно, мои дорогие тельцы, неизбежно какие-то люди будут уходить из вашей жизни, на их смену придут новые. Будьте к этому готовы. И, где-то так вот мудро к этому относитесь. Здесь может быть действительно, даже смотрите, ведь змея – это всегда как хитрость, обман. Это то, что мы не видим. Это то, что нам выдают как за чистую монету. И мы искренне верим. А вы добрые люди. Вы те, которые помогаете всем. Но здесь может быть и такая конфигурация, поскольку у вас выпадает книга открытая, а это организации, учреждения, это официальные лица, какие-то согласования, документы. Вот здесь тень на плетень тоже может наводить какая-то особа. Причем змея ведь она не действует быстро. Она действует сначала через наблюдение, аналитику какую-то. Поэтому, как-то, видимо, быть аккуратным, по крайней мере, делить на двое, да? Но, тем не менее, хорошее настроение в апреле вам точно обеспечено. Может быть, это даже, я должна сказать, это вы включите змеиный режим через наблюдение, потому что, смотрите, тут у вас могут решаться как-то вопросы, вот, кстати, по части жилья. Семейное счастье, по части личной жизни, тут тоже что-то может решаться. Но не тем способом, как вы это ждете, а как-то по-другому. Может быть, вы будете думать, кстати, я такого не исключаю, что вас как бы человек знал, а вам этого не сказал. Может быть, были прежде ваши какие-то задумки, вы кого-то информировали. А тут вы можете сожалеть о том, что вас вовремя не поставили в известность. Вот я такое вижу. Почему? Потому что у вас еще совпадает нож, а это ссора. По крайней мере, может такое, знаете, правда какая-то может внезапно открыться. Правда. Вот сама по себе истина. Может быть, это как какой-то документ, вы его получили, понимаете, что нет. Это как новая точка отсчета. Теперь мне придется что-то переиграть, переделать. Вам это может не нравится, мои дорогие, потому что вы, уже как настроились на одну какую-то стратегию. Поэтому будьте готовы к такого рода неожиданностям. Наверное, планы Господа всегда лучше наших, потому что я могу допустить, что это как ваше такое мироощущение. А ведь на самом-то ведь деле нам говорят, посмотрите, хорошее настроение. Или это та возможность, пусть один какой-то путь закрывается, но для вас открывается что-то более знаковое, более лучшее, потому что у вас выпадает как и подкова. Раньше это был как признак, символ удачи. Я бы сказала, у нас еще год лошади с вами. Поэтому подкова может расцениваться двояко, а еще и солнце. Это как новое направление, новая возможность, ясность, мои дорогие. Поэтому ясность по какому-то вопросу наступает, но это та ясность, как новое совершенно что-то. Или новая, вот я говорила, точка отсчета. И, может быть, именно в апреле какой-то переломный момент наступит. Переломный момент в том плане, когда жизнь пойдет с правильной ноги. И это очень символично, согласно Урану. Давайте посмотрим, что тут нам до конца еще расскажут карты. Разложим полностью
наш пасьянс. Итак, что тут нам показывают карты? Я не вижу, честно говоря, больше совпадений. Внимательно смотрю. Но с чем-то вы определитесь. Солнце, видимо, просто у кого-то из вас. Это может быть такое однозначное решение, чем вы будете заниматься. Возможно, это будет касаться вашего окружения. Я такое тоже не исключаю. Но я должна сказать, что вы все расставите по местам. Вы ресурсны в апреле. Но, возможно, то, что тянется с предстоящих 7 лет, вот вам и придется как какой-то кульминационный момент пройти и для себя обозначить те направления, те, может быть, взаимодействия конкретных людей, персон, что вы будете продолжать, а в чем вы будете ставить точку. Так вот, в чем же там точка? Что завершится для тельцов? Или вы откажетесь сами? Что уйдет? Возможно, вы до ума что-то доведете и скажете, ну все, вот теперь на этом конец, да? Уже это какой-то финал. Что уйдет? Путаница, какой-то хаос идет, искаженная информация уйдет. Уходят люди, которые импульсивные, и уходят люди, те, которые с хитриками к вам идут, мои дорогие, или шли, потому что мы все-таки что уйдет? Вам придется все-таки, мои дорогие тельцы, пересмотреть планы. У кого-то это может быть связано с жильем, или какая-то конфигурация может быть по семье. Возможно, это те планы, которые по работе или по вашему творчеству. Здесь даже новый проект, если вы начали этим проектом заниматься, вы видите, что, ну, либо пересмотреть вам придется даже график собственной жизни, будьте к этому готовы, как бы режим труда и отдыха, да, какие-то вот дедлайны, да, чтобы вот все успевать. Хотя тут ведь не о скорости нам говорят, скорее всего, когда мы в чем-то участвовали, но, может быть, поняли, что теперь это уже нецелесообразно. А если мы говорим о графике, я не исключаю, мои дорогие, когда вам, может быть, пришлось долгое время как в одиночку какой-то путь пройти. Что еще уйдет? И отшельник ведь это всегда, знаете, как философ. Мудро относится как и к людям, так и к внешним событиям, обстоятельствам. Королева жезлов выпадает. Может быть, действительно есть такой человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, но тоже, значит, отношения вы пересмотрите мудро. Без иллюзий, мои дорогие. Что уйдет? Вы кому-то помогали, хочется сказать, потому что выпадает карта императрица. Но все-таки она выпадает, что уйдет. Понятно, императрица никуда не уйдет. Это Венера, это ваш знак зодиака, по сути дела. Но конфигурация будет меняться. Вот я уже говорила, в чем я буду участвовать, кому я буду помогать. Или чем я готова заниматься. Все-таки иногда карта императрица – это именно ваша в данном случае помощь кому-то или ваше участие в конкретном деле. Вы это пересмотрите. А что придет взамен? Десятка кубков. Вы знаете, больше вас ценить буду. Даже буквально семья, может быть, близкие или какой-то человек. Возможно, тот человек, который к вам, может быть, у кого-то была дружба, да, а здесь тогда может перерасти в более такую надежную, ну, как проживание вместе. Может быть, вы даже подумаете создать семью. Для вас вы пересмотрите неизбежно такая подготовка до 26 апреля, когда вы будете улучшать, хочется сказать, и сохранять собственные финансы. Очень так планомерно относиться к тому, кто вас обманывает. Вот это, без этого не обойдешься, не случайно у вас змея. Семерка мечей, карта обмана. Вы хитрецов и лжецов будете видеть за версту. Вот это к вам приходит. Поэтому, кто знает, может быть, какой-то план, да? Вот почему у вас выпадает полное исполнение желаний, солнце, а тут ведь все-таки змея. Вы поймете, кто пытался манипулировать, кто буквально врал, кто как будто себя выбеливал, выгораживал, или кто, может быть, даже из разряда, кому вы помогали, вовсе в этой помощи не нуждался. Заканчивается, вот мы всегда по этой карте еще и, знаете, как забираем свое. Поэтому вот то, что выпало, уходит, да, и у нас карта императрица.
Вот именно как мы делились, отдавали свою силу, отдавали свою энергию. Возможно, это ваше участие, ваша помощь кому-то, а возможно, это и финансы. Так вот, мы теперь свою собственную силу не тиражируем, не отдаем просто, ну, потому что по непонятным причинам так принято, например, или мы почему-то сами включились в какой-то процесс, мы понимаем в этом нецелесообразность. Вы смените направление словно. Вот когда выпадает паж мечей, тут, знаете, вы придете даже к выводу, что словно вы какой-то путь прошли, и вы были в чем-то уверены. И вот теперь будет у вас в апреле месяце такой день, может быть, или, может быть, это какая-то минута, когда вот словно у нас глаза на что-то открываются. Мы понимаем, почему мы застряли. Мы понимаем, что нам мешало. Мы понимаем одновременно, кто с нами хитрил. И вот знаете, сразу, как какой-то раз, вот так вот пазл складывается у вас. А что придет взамен? Победа, мои дорогие. Вот, видимо, такой непростой путь. Он как раз и олицетворяет. И апрель месяц – это переход, мои дорогие. Переход, может быть, от ожидания, от прежних договоренностей. Одно дело договоренности, другое дело реализация этих договоренностей. Вот вы здесь все будете переигрывать. И не потому, что, может быть, другие бы люди, они бы оставили все как есть. Их это устраивает. Но для кого-то из вас что придет взамен? Прорыв. Как и по финансам, так и в вашей карьере, в вашем виде деятельности. Прорыв где-то по заработкам может быть. Тут дважды, потому что по императрице Иси сэкономил, считай, 2 раза заработал. Поэтому я тут вижу по работе, по финансам явно будет другая конфигурация. Что внезапно? Что сейчас, возможно, скрыто, а для вас вот будет как неожиданно прояснено? Или это то, что вы не видели, но теперь вы отчетливо понимаете, что да, это на самом деле есть, а вас это удивит. Что же удивит? Человек какой-то удивит, король Пентаклей. Причем человек, который в ваших энергиях. Смотрите, тут может удивить даже такой момент, что поступит предложение. Может быть, это официальная персона. Иногда король Пентаклей будет говорить именно об этом. Я должна сказать, что как кубковые, так и пентаклевые карты придворные, да, они очень часто обозначают наших близких. Или партнеров по браку, к примеру, да, родственников. Или тех людей, которые, ну, которые нам надежные, может быть, друзья. Или с кем вы планируете. Вот как была дружба, все-таки вверху у нас... У вас 2 шикарных аркана. Помимо остальных, что тут и императрица все-таки, которая правильные выводы уже делает. Ну, тут еще и аркан колесницы, сама по себе карта перемен. Причем таких стремительных перемен. Поэтому будьте готовы к неожиданностям. Они могут быть связаны, как я уже сказала, с близким человеком. Но это точно так же может касаться работы и денег. Какая-то перезагрузка у вас и финансовая, что у вас удивит и что сейчас скрыто. Карта император. Вас действительно может удивить человек каким-то предложением. Может быть и рационализаторским, но я не исключаю, для кого-то это по личной жизни касается. А для кого-то удивит бумага получения. Или какое-то известие официальное. Все-таки это организация. Конечно, организация может быть, как имеется в виду, само по себе, да, учреждение. Не обязательно, что это у нас вот по открытой книге образование, хотя для кого-то из вас я этого не исключаю. Иногда по аркану император учреждение образования. В целом вот это значение организации, когда мы организуем нашу жизнь как-то иначе. Поэтому, может быть, так складываться будут события в апреле месяце, что вы поймете, вам недостаточно знаний. Или для построения карьеры вам нужно будет совершенно точно, как получить сертификат или какую-то важную бумагу. Может быть, это будет для вашей ресурсности необходимо. Смотрите, тут какой-то вопрос может быть еще совершенно неожиданно, на котором вы уже как его переболели, оставили позади. Или когда вы уже сказали, да ладно, все тут понятно мне, все уже ясно, никаких у меня тут розовых очков уже нет. Вы в чем-то поставили точку, а тут может быть неожиданное возвращение. Будьте к этому тоже готовы, что неожиданно. Здесь кто-то может буквально прорываться к вам, мои дорогие тельцы, сообщениями или пытаясь вас
Я так не исключаю, что это может зависеть от конкретного человека или исходить от человека, у которого перемены тоже в жизни происходят. И то, что вы услышите, вам будет подано таким образом, когда вам, ну, может быть, нужно встретиться. Или с вашей стороны потребуется участие для этого человека в каком-то вопросе. Но мы тогда не забываем, что у нас была тройка мечей. Да, это всегда карта говорит на сегодняшний день здоровое равнодушие. Но прежний какой-то опыт нам говорит не замечтаться. Что еще вас удивит? Колесо фортуны. Вот так. Какая-то необычная конфигурация будет для вас внезапно, неожиданно. Вы, скорее всего, и не ждете, и не видите. Просто у каждого здесь будет немножко по-разному. Но все же колесо фортуны мы не должны что-то упустить. Возможно, вы в разведку куда-то поедете. Иногда она означает, эта карта, когда мы именно должны куда-то переместиться. У кого-то поближе, может быть, это просто разъезды по чиновникам, а для кого-то это далекая поездка, и именно которая вы как решение принимаете после либо предложения, либо после того, что вы что-то услышите. Жизнь меняется, поэтому попробовать, наверное, стоит. Но при этом, я бы сказала, не замечтаться, чтобы какой-то опыт со знаком минус не обновить. А вообще для вас, мои дорогие, добрые события спешат в вашу жизнь. Вся жизнь у вас может в апреле начать. Узнаете, как структурированно меняться. Что-то важное будет меняться. Поэтому будьте к этому тоже готовы. И все может начаться с одного шага. Или у кого-то с одной новости. Или предложения. Или то, что вы услышите. Может быть, даже в средствах массовой информации. Это тоже будет своего рода перезагрузка. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши теплые душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, ссылки на свой сайт я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.